Привет, это майор в отставке, и сегодня про Иран. Там снова крупные протесты, и это уже не выглядит как покричали и разошлись, слишком много факторов там сошлось. Экономика, усталость от теократии, накопленная злость и ощущение, что дальше будет только хуже. Что-то знакомое, да? Ну, а еще и это впервые намеки на поддержку протестующих со стороны США. Уважаемые товарищи! Последние протесты в Иране идут уже почти 2 недели. Начались они в конце декабря 2025 года, после резкого обвала национальной валюты и небывалого роста цен. В общем, давайте разберемся, чем этот иранский протест отличается от предыдущих других и какие у него шансы сменить режим в стране. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого, и погнали. Итак, начнем с истории. Очень коротко, но без этой базы вообще непонятно, почему в Иране до сих пор спорят о шахе и почему на улицах звучат лозунги против верховного лидера. До 1979 года Иран был монархией. Шах Мухаммед Реза Пахлеви строил государство в светском ключе, ориентировался он на модернизацию, на связь с Западом, на индустриализацию. У страны был другой культурный воздух, больше открытости, другой стиль жизни, другое отношение к одежде, к публичному пространству, к женщине в обществе. И это не какая-то там абстрактная открытость. Это вполне видимая бытовая вещь. В Тегеране и в крупных городах женщина могла ходить без обязательного платка, одеваться по-европейски, учиться, работать, ездить за границу, слушать вообще любую, какую она хотела музыку и не оглядываться на религиозную полицию. Да, это не значит, что при шахе была демократия. У этой красивой картинки была и обратная сторона. Политическая система была авторитарной, были репрессии, элиты богатели, народ беднел, социальная пропасть росла. Формально были конституция и парламент, но реальная власть все больше концентрировалась в руках шаха, особенно после переворота 1953 года, когда был свергнут премьер-министр Мосаддык, и монархия резко усилилась. Политическую конкуренцию и выборы контролировали, оппозицию давили, работала спецслужба с арестами, даже пытками и цензурой. Параллельно шах проводил модернизацию сверху, но она шла через принуждение и била по традиционным слоям общества и усиливала ощущение, что страной управляют элиты, которые живут отдельно от народа и слишком зависят от Запада. В итоге у людей накопилось сразу все: злость на бедность и неравенство, и ненависть к унижению, когда власть еще и объясняет, что ты должен молчать. Этим и воспользовались исламисты в 1979 году. В 1979 году шахский режим пал. Исламская революция под руководством аятоллы Рухала Хамейни обещала справедливость, достоинство, независимость, то есть все то, что обычно обещают диктаторы на входе. Мы надеемся, что движение Ирана привнесет ясность для народов. И оно уже внесло относительную ясность. Эти народы сейчас с нами. Скажем так, не будет больше угнетателя и угнетенного. Чтобы потом на выходе выдать систему, где государство лезет к тебе в голову, в постель, в шкаф с твоей одеждой и в конце концов сажает тебя в тюрьму и вешает на кранах. Иран стал исламской республикой. Формально там есть выборы, президент, парламент, но по факту ключевое слово за верховным лидером и религиозной вертикалью. То есть фактически руководителем государства является религиозный лидер аятолла, плюс мощный силовой контур, который защищает режим. Корпус стражей исламской революции, басидж, спецслужбы, контроль интернета. В общем, разница до 1979 года и после него для иранцев очень серьезная. Во-первых, появился контроль над повседневной жизнью. После революции власть закрепила религиозные нормы как государственный закон. Это обязательный хиджаб, религиозная полиция, давление на культуру, цензура, запреты всякие, наказания за неправильное поведение. То есть в стране появился механизм, который делает твою личную жизнь вопросом государственной безопасности. Не метафорически, а буквально. Неправильных подвергают арестам, пыткам и даже убийствам. В Иране исполнили первый смертный приговор в отношении участника антиправительственных протестов Мохсена Шикари. Во-вторых, это отношения с внешним миром. Иран при теократии десятилетиями живет в постоянной конфронтации. И эта конфронтация внутри страны используется как универсальная отмазка, типа враги вокруг, мы осажденная крепость, любая критика режима – это работа на США и Израиль. И вот это очень удобно, потому что ты можешь провалить экономику, социалку, управление, а потом сказать: это все наши враги,
терпите. В-третьих, экономика и социальная реальность. У Ирана огромные ресурсы, потенциал, но религиозная вертикаль с ее мощной силовой машиной и внешние ограничения, которые вызваны, кстати, действиями властей Ирана, превратили страну в бедную, отсталую деревню. И из-за этого всего после исламской революции Иран несколько раз взрывался протестами. И это важно, потому что и нынешняя волна протестов не из воздуха. Это очередной всплеск накопленной злости и недовольства уровнем жизни. И на фоне этого всего, то есть на фоне бедности, инфляции, санкций, цензуры, религиозной полиции и вечной охоты на врагов режима внутри, они нашли себе, конечно, наверное, самую главную национальную задачу. Не поднять уровень жизни, не построить нормальную экономику, не дать людям дышать. Нет. Главной целью эти религиозные фанатики объявили уничтожение государства Израиль. В истории страны были студенческие протесты 1999 года из-за давления на реформаторов и закрытия независимых СМИ. Тогда режим показал, что он умеет давить точечно, через аресты, зачистки, запугивания. Протест был подавлен. Было еще такое зеленое движение 2009 года, когда миллионы вышли на улицы, обвинив власти в фальсификации выборов. Это была огромная человеческая протестная энергия, огромная надежда. И все равно режим выстоял. Почему? Да потому что тогда у режима оставался силовой монолит, а протест не смог выключить аппарат управления надолго. Власть просто сделала ставку на репрессии и выматывание. Потом были протесты 17-18 годов на фоне экономических проблем, безработицы и роста цен. Они были шире по географии, но часто разрозненные. И режим опять подавил их силой и запугиваниями. В ноябре 2019 года взорвалось из-за резкого роста цен на топливо. Тогда режим пошел максимально жестко, и именно тогда интернет-рубильник стал привычным инструментом в руках властей Ирана. В 2022 году была волна «Женщина, жизнь, свобода» после гибели Махсы Амини, которую полицейские избили до смерти из-за того, что она отказалась носить религиозную одежду. Это был протест против самой конструкции, где государство присваивает себе право управлять телом и жизнью человека. Тогда режим удержался за счет страха, массовые задержания, показательные процессы, давления на родственников, запугивания и казни. И снова не случилось того, что диктатуры боятся больше всего – устойчивого раскола внутри силового аппарата и паралича экономики через забастовки. Важно еще сказать, что все предыдущие протесты не сопровождались обещаниями поддержки со стороны США, как это происходит сейчас. Уважаемые товарищи! И вот мы подошли к текущим событиям. Нынешняя волна стартовала в конце декабря 2025 года. Причина – резкий обвал валюты и рост стоимости жизни. Ну и дальше произошло вполне ожидаемое. Бытовое экономическое недовольство очень быстро стало политическим. Протесты идут во многих городах Ирана. На улицы выходят миллионы иранцев. Под их контроль уже перешли пару городов, где полиция даже сложила оружие и местами перешла на сторону протестующих. Есть сообщения, что протесты добрались даже до тюрем. В некоторых из них заключенные устроили бунты. Власти отвечают жестко, есть погибшие, по некоторым оценкам около 200 человек, много раненых и тысячи задержанных. Причем реальные цифры могут быть выше, потому что режим режет связь и использует на всю мощь свою пропаганду. В Иране фиксировали почти тотальное отключение связи и полное отключение интернета. Что делает власть? Верховный лидер Али Хаминей публично отмахивается и не признает тот факт, что народ сыт по горло этой властью. Мол, это иностранные подстрекатели, влияние США. То есть это классика. Когда у тебя в стране рушится экономика, а люди выходят на улицы, самый простой ответ – это происки Запада и Израиля. Ну а дальше силовой блок. Звучат заявления армии о готовности защищать национальные интересы. И армия делает такие заявления в момент, когда протесты идут, а связь почти отключена. При том, что до 10 января в подавлении протестов армия не участвовала. Что это значит? Это значит, что режим считает ситуацию уже не просто беспорядками, а угрозой для своего существования. И он демонстративно подтягивает армию. Но одновременно с этим в силовом аппарате фиксируют трещины. Как я уже сказал, в некоторых городах полиция перешла на сторону протестующих. Появляются также сообщения, что власти арестовывают силовиков, которые отказываются выполнять приказы и стрелять в народ. Значит, такие есть. Это очень серьезный нервный сигнал для власти. Ведь почти всегда смена диктатуры происходит при наличии одной из двух очень важных переменных. Это когда силовики либо не вмешиваются, отказываясь подавлять протест, либо же вообще, когда они переходят на сторону протеста.
Сегодня в Иране мы видим наличие сразу двух таких вариантов. Теперь про оппозицию. Самая большая проблема любого антидиктаторского протеста – это отсутствие организационного центра. Без структуры организации протест устает, распадается и становится удобной целью для режима. Иранская оппозиция традиционно раздроблена. Внутри страны активисты, студенты, локальные сети, регионы. Снаружи – диаспора, медиа, политические фигуры. Но сейчас на фоне последних протестов снова стал заметен Реза Пехлеви, это сын последнего шаха. И он даже не просто поддерживает, он прямо говорит о стратегии. Выходить на улицы, занимать общественные пространства, готовиться захватывать центры городов и переходить к общенациональным забастовкам. Ваше присутствие на улицах Ирана вселило надежду на национальную революцию. Продолжение и расширение этого присутствия, а также занятие улиц – наш главный и важнейший приоритет сегодня. Я призываю всех иранцев присоединиться к общенациональной забастовке и протестам. Кроме того, он сообщил, что вернется в страну сразу после свержения режима. Здесь два момента. Во-первых, забастовка, к которой призывает принц, это тот язык, который диктатура реально понимает. Лозунги бьют по репутации, а забастовки бьют по ресурсам режима. Если встают транспорт и ключевые отрасли, у режима может начаться паника. Во-вторых, фигура Пехлеви для общества неоднозначна. Для части иранцев он символ другого Ирана, светского и более открытого. Для другой части это спорная тема, которую режим будет использовать как пугалку. Типа «вас хотят вернуть назад в монархию». Это проект Запада и примерно в том же духе. В духе путинской пропаганды. И эта власть будет пытаться продавать каждому сомневающимся, чтобы снизить поддержку протестов. Теперь внешний фактор. Трамп уже делает жесткие заявления. Он неоднократно предупреждал власти Ирана, что если режим начнет убивать протестующих, США ударят очень жестко. Если они начнут убивать людей так, как они это делали в прошлом, я думаю, что они будут очень сильно поражены Соединенными Штатами. Звучит эффектно, да. Режим попытается это использовать в пропаганде. Мол, вот видите, это не протест, это операция наших врагов. Но похоже, что это уже не работает. Судя по наблюдениям, заявления Трампа только вдохновляют протестующих и придают им больше уверенности. Уверенности в том, что они не одни, не один на один с режимом, и кто-то придет им на помощь. И теперь главный вопрос, будет ли этот протест удачным? То есть, сможет ли он реально привести к смене режима? У иранского режима по-прежнему сильный репрессивный аппарат, и он уже показывает готовность снова давить. Это значит, что режим не собирается идти на уступки и, скорее всего, будет готов пойти ва-банк, начав массово убивать протестующих. Он попытается, как и в прошлые волны протестов, подавить его силой. Но у нынешней волны есть отличия, которые делают ее опаснее для режима, чем прошлые. Во-первых, это ощущение системного провала. Этот протест питается не одной причиной, а целым набором. Экономика, унижение, отсутствие будущего, усталость от контроля и репрессий. Во-вторых, масштаб и география. Протест не заперт в одном слое общества, и он охватил большое количество городов. Такой протест труднее выжечь точечно. В-третьих, тема забастовок стала звучать громче и конкретнее. И это уже разговор не про выйти покричать, а про остановить страну. Это другой уровень давления. В-четвертых, признаки напряжения внутри силовой системы налицо, даже если они единичные. Еще раз напомню, что диктатуры падают не от того, что много людей вышли на улицы. Да, это важный фактор. Они падают, когда силовики перестают верить, что режим вечен, переходят на сторону протеста, когда они и элиты тоже начинают думать о своем спасении отдельно от лидера. Ну и в-пятых, протест поддержал сын последнего шаха Ирана, и он призвал народ к дальнейшему сопротивлению. Ну а США в лице Трампа обещают вмешаться, если что-то пойдет не так. Какие сценарии дальше? Я думаю, что в ближайшее время власти Ирана попытаются как-то усилить силовое давление и сделают то, от чего их несколько раз предостерегал Трамп. Уважаемые товарищи! Иранские силовики станут активнее переходить на сторону протеста, на сторону народа. Хаминеи вряд ли сбежит в Россию, он фанатик. Он будет сидеть в Иране до последнего вздоха. Поэтому, скорее всего, США и Израиль в итоге попытаются принять меры к устранению руководства режима. А наследному принцу, возможно, стоит пообещать амнистию тем силовикам, которые перейдут на сторону протестующих и примут участие в свержении режима. Это поможет перетянуть большую часть военных на свою сторону.
Иран сейчас это страна, где режим много лет учил людей жить правильно, в кавычках. Но сам довел их до такого состояния, когда люди готовы выходить на улицы под пули, просто потому, что правильно жить у них уже не получается, даже если они этого сами захотят. Просто денег нет. Просто денег нет. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И вот это опасно для любой власти, крайне опасно. Экономический кризис приводит к тому, что народу просто уже нечего терять. Это говорит о том, что санкции работают, а Иран сидит с ними уже много лет. Возможно, нечто подобное мы увидим однажды и в России. У меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии и вопросы под видео. Ждите новых, интересных и полезных выпусков на моем канале. Но для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Там вы найдете много чего интересного и полезного. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.